Который день не нарадуюсь вот этой новой игрушке. Зеленая керамическая печь. Те, кто пропустили выпуски, когда мы жарили и запекали в ней мясо, когда мы пекли в ней пиццу, говорят, в ней можно испечь и хлеб, и вплоть до десертов. Так вот, я расскажу буквально 2 слова об ее устройстве. Ну, во-первых, довольно-таки тяжелая основательная керамика, которая очень удобно раскрывается. А внутри нее керамическая чаша двойная. Это означает, что именно из того места, где сейчас полыхает уголь, жар не расходится так быстро. Наоборот, он накапливается, аккумулируется как в чаше, так и в крышке. И в этой печи можно еще и коптить, можно еще и тушить. В нее можно внутри казан поставить. Но самое интересное, что в этой печи можно приготовить отличное томленое мясо. Хотите попробовать? Ну, смотрите внимательно и не переключайтесь. Давайте сразу все точки над «и». Мариновать мясо не надо. Его достаточно посолить и поперчить. Остальной вкус дадут лук и чеснок. 2 брата-акробата. 2 брата-акробата, которые будут лежать в виде подстилки под мясом. Понимаете? Чтобы мясо не лежало ни на блюде, ни на какой керамике, ни на какой решетке. Чтобы мясо лежало именно на луке и чесноке. Это будет хорошо. Это будет очень вкусно. С самим мясом тоже, разумеется, необходимо поработать. Ну, во-первых, если это задняя нога, а у меня именно задняя нога, не передняя. Не путайте никогда, задние ноги и передние. А то бывают такие, знаете ли, кулинары, книги пишут, а сами путают задние и передние ноги. Так вот, надо найти, где здесь спрятан лимфоузел. Задачу проще придумать трудно. Ну вот, то, что называется ляжка, да? Здесь ее надрезаем, отводим в сторонку. И вот он, обнажился лимфоузел, который спрятался вот здесь, в складках между 2 мышцами, в кусочке жира. Вот это вот и называется, собственно говоря, лимфоузел. Чтоб соль все-таки проникла в мясо, на мясе правильнее сделать разрезы. Ну, сантиметра через 2, через 3. Вот так вполне достаточно. Соль, перец прямо сразу. Перец обыкновенный, черный, молотый. Все будет хорошо. Только не думайте, что слишком много. Нет, в самый раз. Хотите, чтобы было вкусно? Добавляйте соль и специи. Переворачиваем. И вот с этой стороны. Чудесный жирок. Здесь. Очень хотелось бы, чтобы он вытопился, чтобы он пропитал собой лук, чеснок, чтобы оттуда пошли ароматы. Ну и здесь точно такие же надрезы. Не до самой кости. Нет, не надо. Зато вот так вот, клеточкой, скажем, хорошим, уверенным кубиком. Верхнюю часть, разумеется, тоже и посолить, и поперчить. Можно смазать маслом, но можно забыть о масле, потому что жира в этой ноге, я вижу, достаточно. Барашек молоденький, но хорошо откормленный. Молодой баранине нет ничего более подходящего, ничего более благородного, чем обычный соль, перец, лук, чеснок и розмарин. Так вот, как же сделать, чтобы в этой печи лук, чеснок, розмарин и баранина не пеклись по отдельности? Очень просто. Надо взять бумагу для выпечки. Ножку уложим вот сюда, на блюдо, понимая, что в итоге нога должна быть завернутой в эту бумагу. Под ножку раскладываем вот эти самые вкусные ломтики лука, чеснока и чего Бог пошлет. Можно, кстати говоря, положить морковку, можно где-нибудь рядом положить картошку. Только это все уже лишнее, потому что вкусно, бесконечно вкусно получится даже и вот так. Потому что прямо вот здесь, куда-нибудь сюда, мы разложим еще и розмарин. Розмарин придаст баранине некий оттенок дичи. Не удивляйтесь, да? Это будет очень вкусно. Те люди, которые когда-нибудь жили в Средней Азии, в Узбекистане, хорошо знают, каким вкусным получается мясо, запеченное в тандыре. Тандыр-гюшт. Так вот, эта печь позволит сделать мясо еще вкуснее.
этот оставшийся розмарин вот сюда в щелочки. Потом мы его, разумеется, уберем. Потом он здесь не будет нужен. Даже если он где-то здесь начнет тлеть, то получится еще лучше. Но не беспокойтесь о том, что вдруг может загореться бумага. Не может. Потому что нога сочная. Из ноги начнет выделяться пар. И этот пар пропитает бумагу. И кроме того, бумага загорается при температуре 350 градусов. А мы начнем выпекать в печи при температуре, может быть, 180 градусов. А потом и вовсе убавлю до 130. И пусть стоит так до тех пор, пока аппетит не придет. Ну все, заворачиваем. Лишнюю бумажку убираем. И при помощи обычного канцелярского степлера устраиваем из свертка эдакий конверт, чтобы как можно меньше влаги выходило. Все, идем к печи. Во-первых, перекрываем практически полностью. Оставим вот буквально на 2-3 спичечные головки. Больше не надо. Перекрываем и дымоход практически полностью. Можно было бы поставить прям решетку, да? Но вот уголь полыхает очень хорошо. И от этого угля и лук, и чеснок прямо сразу сгорит. Как же быть? Что же делать? Для этого существует вот такой тепловой экран. Тепловой экран ставим прямо в печь, устанавливаем аккуратно, не разбейте, экран дорогой. Он нагреется постепенно. И далее разогретый экран будет отдавать тепло в кусок мяса с точно такой же интенсивностью, как отдает тепло крышка. То есть мясо будет запекаться на все 360 градусов абсолютно равномерно. И это очень важно. И это очень-очень хорошо. И теперь вот этот чудесный, восхитительный пакет укладываем на решетку. Все будет очень хорошо. Сколько на это часов уйдет, вообще не важно. Потому что такими вещами обзаводятся не тогда, когда торопятся скорее поесть. Если хотите скорее покушать, купить себе микроволновку, купить себе доширак, не знаю, сосиски, что-нибудь такое. Хотите кушать вкусную запеченную ногу? Запаситесь временем, запаситесь терпением. И самое главное, научитесь в конце концов чуть-чуть любить себя. Ну что, попробуем? Даже страшно сказать, сколько стояло мяса в печи. Часа 3,5, не меньше. Но для начала надо выложить гарнир. Рис, разумеется, к такому мясу. Рис – это идеальный гарнир. Ух. А к рису, полюбуйтесь только, казмах, замечательный казмах. Ну а вот сюда, поверх риса, кусок запеченного мяса. Только его еще ж достать надо, развернуть надо из пакета и полюбоваться, каким оно там получилось. Честное слово, я пока что не знаю. Ух, какой запах, какой аромат, невероятный запах, невероятный аромат. Идите сюда поближе. Полюбуйтесь, пожалуйста, вместе со мной. А соку сколько набежало. Только знаете что? Я сначала на себе испытаю. Попробую, ладно? Нежнейшее. Но при этом полностью готовое. Все, как мечтают любители полностью прожаренного, но при этом сочного и мягкого шашлыка. Шашлык таким не будет. Для этого нужен либо тандыр, либо печь Green Kamado, который может выполнять ровно те же самые функции. Ну давайте попробуем переложить. Эх, горячо, очень горячо, невероятно горячо. Перекладываем мясо на рис. И вот здесь самое вкусное это оно вот здесь. Вот это сами ешьте, я буду есть этот бульон, который образовался здесь внутри бумаги. Невероятно вкусный, очень ароматный бульон. Понимаете, ведь здесь же ни грамма воды. Это исключительно мясной сок. Ну да, еще немного лукового.
Но разве это плохо? Скажите, пожалуйста. Ну уж нет. Такой сок пропадать не должен. Во-первых, мы им польем само мясо. Во-вторых, мы этим соком можем полить рис. И рис станет еще вкуснее, еще ароматнее. Ну что, хотите, сделаю еще несколько надрезов по мясу? Идите сюда, полюбуйтесь, какое оно. Ну вот и все. Мы благодарим greenkomanda.ru. А с вами, дорогие друзья, прощаемся. Как всегда, желаем вам больших успехов в труде и приятного аппетита! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе. Вы их чаще всего лайкали. Вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше.
Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.